Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание Великой Субботе, последней субботы перед Пасхой. Поговорим о том, что нельзя делать в этот день, какие были народные приметы, а также на что нужно обратить особое внимание в этот день. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, суббота, которая наступает на Страстной неделе перед Пасхой, вы знаете, это особый день. И интересно, что у этого дня есть сразу несколько названий. Это Великая Суббота, Красильная Суббота, Тихая Суббота и даже Страстная. Великая Суббота – это шестой день Страстной недели, который заканчивается Великий пост, который длился 48 дней. И в этот день происходит схождение благодатного огня. Мы, кто был на именно этом мероприятии, на схождении благодатного огня, знают, что огонь не обжигает, и он достаточно действительно благодатный. И были случаи, когда люди меняли свою жизнь и так далее. Поэтому, если вы находитесь в святом месте, в храме гроба Господня, обязательно посетите это место. Конечно же, основное название этого дня связано с тем, что суббота представляет собой последний день этой Страстной недели. И именно эти дни уже стали последними в земной жизни Иисуса Христа. Напоминаем всем, что в пятницу Спасителя распяли, а всю субботу его тело пролежало в гробнице, и скорбь близких людей у гроба Христа была очень тяжелой, ведь едва ли кто-то надеялся на то, что он действительно воскреснет. Поэтому Великая Суббота – это очень драматичный день, и поэтому в этот день нежелательно устраивать любое веселье, посещать вечеринки, петь весело, танцевать, организовывать какие-то торжества, ту же свадьбу, день рождения. В связи с этим день субботы еще называют тихим, когда верующие люди действительно воздерживаются от мирского шума. Поэтому, как мы уже сказали, это очень драматичный день. Поэтому также старайтесь отказаться от работы и в огороде. Откажитесь от охоты и рыбалки. Недопустимо в этот день ругаться, тем более сквернословить и вообще раздражаться. А значит, все выяснения отношений лучше оставить на потом, потому что грядет Пасха и пора настраиваться на светлые волны праздника. Что же нужно сделать в эту великую субботу перед Пасхой? Будет правильно посетить церковное богослужение, которое начинается с раннего утра и продолжается в течение всего дня. Причем вечером оно переходит во всеночную, а затем уже и наступает светлое воскресенье. Еще в народе суббота зовется как красильной или красной, поскольку хозяйки совершают последние приготовления к светлой Пасхе. В доме красят яйца, пекут куличи, запекают буженину. Хотя традиционно принято закончить всю домашнюю работу еще в чистый четверг. Это имеется в виду и убраться в доме, мыться. И, конечно же, не запрещено заниматься определенными делами и в субботу. Конечно, в такой день вы можете почитать Библию, читать молитвы, совершать добрые дела и обязательно помогайте нуждающимся или тем, кто вас будет просить о помощи. При этом эта помощь будет различная. Это не обязательно нужно помогать деньгами. Это вы можете кому-то дать какой-то совет, кому-то, может, возможно, нужно что-то купить и так далее. Кроме того, обращаю ваше внимание, в субботу к вам могут подойти пожилые люди и попросить, например, купить кусочек хлеба. Не отказывайте, пойдите в магазин, купите ту же колбаску, купите сыр, хлеба свежего. Получится купить когор, купите бутылочку когора.
Вот, и дайте этому человеку. Иногда очень часто такие люди, которые появляются именно в субботу и обращаются именно к вам, знаете, это ваши родственники, ваши предки, ваши близкие люди, которых уже нет в мире живых. И вот таким образом, через чужих людей они просят, знаете, вот хотят в этом материальном мире поесть нашей вкусной еды. И только вы знаете, что ваши близкие любили в этом материальном мире. Обязательно угостите такую бабушку или дедушку. Не лишним будет просить и прощения, и самому прощать других людей. Давайте поговорим о том, что же можно есть в эту великую субботу. Конечно же, воскресенье, у нас с вами торжество, и все равно мы уже в субботу начинаем собирать пасхальные корзины для того, чтобы осветить в церкви праздничную еду. Конечно же, в связи с этим возникает вопрос, а что же едят в субботу перед Пасхой? На самом деле это последний день Великого Поста, поэтому лучше постараться выдержать определенные ограничения. К тому же терпеть осталось не совсем недолго, малость уже завтра, уже в воскресенье можно будет вкушать любые блюда. Ну, а в эту великую субботу, в тихую субботу, можно довольствоваться только таким меню, как хлеб, несдобные фрукты и овощи в любом виде и водичка. Великая суббота – это все-таки последний день Великого Поста, и он очень строгий. Как правило, хлеб и вода. Но если говорить о том, когда же разрешается субботняя трапеза перед Пасхой, то только после окончания всеночной в храме. Обращаем ваше внимание. И фактически вот Великий пост заканчивается именно в воскресенье после службы, когда верующие уже торжественно произносят «Христос воскрес, воистину воскрес». И тогда вы уже можете вкусить и пасочки, и яйца, и другую еду. После чего все мы расходимся по домам, отдыхаем, ложимся спать. А вот настоящий, конечно, праздник Пасхи наступает спустя несколько часов после пасхальной ночи. И длится он как минимум неделю. Также большая просьба в эту субботу: не планируйте никаких шумных вечеринок. Если у вас выпадает день рождения, отметьте его как можно скромнее. И год иначе может сложиться не так удачно, как вы планировали. Также в народе считается, что не нужно в субботу выносить мусор и вообще ничего из своего дома. В том числе нельзя давать взаймы. Повремените до вторника, среды. Если ослушаться, то можете породить мелкие неприятности, неудачи и навредить сами себе. Обращаем ваше внимание, что если куличи в Великую Субботу получились у вас на славу, то, знаете, это очень хороший символ. Год сложится и порадует близких приятными событиями. А если проснуться именно во время пасхального рассвета и увидеть его, то знайте, что в делах наступит новая светлая полоса. Если в ночь на Пасху вам приснился покойный родственник, обращаем на это внимание, это знак очень хороший. Ходит поверье, что тогда в ближайший год все члены семьи будут здоровыми и никакие несчастья их не коснутся. Лучше, конечно же, постараться не проспать утреннее богослужение и вообще встать пораньше. Опаздывать в церковь, помните, недобрый знак. Также перед умыванием в субботу в воду положите яйцо. И считается, что тогда вы будете молоды и красивы. Все, кто не спят всю ночь с субботы на воскресенье, наши предки считали, что те будут здоровы и благодатны весь год. Ну, а если у вас свадьба в Великую субботу проходит, то знайте, что этот брак очень быстро распадется. Обращаем также внимание, что какой день будет на Великую субботу, такой будет и погода на все лето. Обращаем ваше внимание, что Великая суббота это все-таки считается скорбным днем, поэтому постарайтесь как можно меньше смеяться, веселиться, чтобы весь год вы не плакали.
Также обращаем ваше внимание, что все знают, что поминальный день – это первое воскресенье после Пасхи, но в Страстную субботу разрешается убирать могилки. Также обращаем ваше внимание, что именно в Страстную субботу в православных церквях начинается служба. И каждый православный человек, конечно же, ждет этого дня, чтобы испытать себя и предать всеночной молитве. Неподготовленному человеку, конечно же, будет нелегко это сделать. Но если вы попробуете, то по окончанию пасхальной службы вас посетит неописуемая благодать. И весь год для вас будет и счастливым, и полным здоровья. Также хозяйки в Великую субботу всегда красили яйца и пекли куличи. И вы знаете, самым распространенным цветом для окрашивания яиц считается красный. Вы также можете дать волю фантазии и расписать яйца вручную. Конечно же, у каждой из нас есть проверенный рецепт куличей, и у каждой хозяюшки он получается по-своему. Обращаем ваше внимание, что все-таки Великая Суббота – это не только траурный день, но это день мира и доброты. Поэтому попросите прощения у своих родных, близких. Может быть, вы когда-то обидели словом или делом. Не тяните с собой тяжесть обид на этот светлый праздник. И, конечно же, друзья, уже буквально завтра, 24 апреля, мы с вами будем вместе отмечать великие праздники. Есть пасхальные куличи, творожные паски, крашеные яйца. И сегодня все-таки наступает последний день. Теперь вы знаете, что правильно делать в этот день, а что нельзя. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там очень много полезной, важной и нужной информации. Ссылка на наш телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там очень много для вас полезной, важной, нужной и интересной информации.